Тачка, пушка, классная, огонь, классика, японская легенда. Всем привет! Новая серия, 72-я. Видите разницу? Нет? А она есть. Я поставил все датчики ABS. Вот так оно было. На этом колесе, на этом колесе, и на этом колесе, и на том колесе. А ABS датчики готовы, и они на месте. Вон там, если колесо снять, там был болтик. Я очень долго ковырялся, закручивал его по не то что четверть оборота, а четверти оборота. Нелегкая задача поставить крепление датчика ABS, когда подрамник уже на месте. Шланги поставил, ABS-сенсор подключил, на место поставил. Вот еще надо трубочки все расставить. Как-то так. Красиво. Красиво, ёптить, красиво. Mitsubishi 3000 GT, 92 год, битурбо, 3-литровый мотор под рульями задних колес. Второе. Кабель к бензонасосу. Обмотал, замотал, зафиксировал, зафиксировал. Еще один пациент. Его нужно почистить. Он вставляется вот в эту фишечку. Потом всовывается вот в ту дырочку. Вот сюда закликивается. И торчит вот оттуда. Размотал старую говняную. Взял трубочку. Одел трубочку. Внутрь трубочки засунул кабели. И обматываю. А потом вот эту резиночку поставлю на то место, которое нужно. Кручу дальше. На месте. Третье. Лючок бензобака. Это из стекловолокна. Больше ржаветь не будет. Резиночка. С другой стороны, сейчас покажу. Уплотнительная резинка лючка. Ну такая красивая. Как оригинальная. Но не оригинальная. Но как оригинальная. Короче, круто, круто. Коля говорит, лучше, чем оригинальная. Ну и, понятное дело, здесь уже видно. Крепление бензонасоса. Торчит крепление фитинга. Потому что, опа! Вот у всех проблема, вот у всех проблема. Вот это проблема. Не проблема. Фитинг, шланг, бензонасос. Сверху все зачистил. Залил эпоксидкой в такой толстый слой, чтобы никогда не ржавело. Специально оставил прозрачным, чтобы было видно, какое оно было. Все, надо это теперь поставить внутрь. Соберу, поеду, а потом начну тестировать, использовать какие-нибудь другие бензонасосы. Сейчас надо собрать, завестись, потому что надо собрать, завестись. Тут надо еще одно крепление сделать. Здесь было крепление, но оно ломалось. Здесь я прикрепил. Можно было отшлифовать, покрасить, чтобы было гладким. Но я почему-то захотел оставить, чтобы туда заглядывать. Думаю, ё-моё, какое оно было. А было оно очень плохо все было. Буду подтягивать каждый болтик потихоньку. И он усядется на свое место. На месте. Осталось дождаться один переходник и скрутить трубочки. Последнее. Пятый момент. Бак на месте. Трубки на месте. Трубки подачи на месте. Трубки обратки на месте. И я не знаю, какая трубка обратки. Вот это или вот это. Тоже заснял шорт, где попросил помочь, как подключается обратка. Но никто не помог, никто не написал. Пришлось разбираться самому. Разобрался. Все подключил. Вон там. Помните, я говорил, надо наклеить? Чтоб типа не дребезжало. Вот наклеил. Теперь оно не будет тарабанить, хотя оно и даже не изгибалось. Но, как в оригинале, проклеил туда уплотнитель. Что еще было сделано? Сначала я зашкурил. Замаскировал, то есть обклеил всю машину. Зашкурил еще раз. Есть.
Страшно? Нанес грунтовку. Пока что ждет. У Mitsubishi 3000 GT 8 тормозных трубок. Я изготовил тормозную трубку жесткую. Теперь на этой машине у меня 6. Нужно 6 армированных шлангов, а не 8. Также готовлю трубки. Последние 2, которые я когда-то обрезал в одной серии. Сказал, да и хрен с этими трубками. Оказывается, не так уж и просто. Там в жопу этот шланг. Все, осталось насадить термоусадочку и дождаться фитинги. Что еще? А, да, я решил 1 раз в год убраться в гараже и покатал машину. Машина покаталась по гаражу. Эту машину когда-то давным-давно вскрыли антикоррозийным средством. Я думаю, что ее перед нанесением антикоррозийного средства даже не помыли. Просто наляпали сверху грязи и все. На эти подкрылки, по идее, не должно ничего липнуть. То есть на эти подкрылки реально ничего не должно липнуть. Вот так долго и мудно лезвием чищу подкрылок от грязи, краски и всего остального. С этой стороны уже почистил. Шкрябаю дальше. Самое главное, что я грязь эту снимаю, и он даже более пластичный стоит, этот подкрылок. Отшкрябал. Какая красота! Пока занимался задним усилителем бампера, восстановил теплозащиту, которая крепится к кузову, там где выхлопная труба. Маленькая железка, но она теперь тоже на месте. Еще одна защита, которую я произвел из стекловолокна. Она красивая. Просто сейчас бак поставлю, не будет ее видно. Ну и как и щитки. На месте. Дырочку закрыл. Защиту поставил. Еще одну дырочку закрыл. Эту закрыл. Эту закрыл. Красота, ёптить, красота! Пришлось вот это ходить самому с телефоном, записывать. Оператор в Гонолулу уехал. Оператор, возвращайся. Ну вот как-то так. Повторюсь, красить еще не готов. Жду с моря погоды. Не забыли подписаться, прокомментировать. Смотрим за моим каналом дальше. Красная, быстрая. В следующей серии Ломаем. так быстро вам все это рассказал, но так медленно это все делал. Увидимся в следующей серии.